сэр Йен МакКеллен. Вы тоже очень красивые, я хочу вас сфотографировать. Садитесь. It is so wonderful to be back here in Russia, but for my first time in Ekaterinburg, and thank you so much for your welcome. Так здорово вернуться в Россию. Я первый раз в Екатеринбурге, и я чувствую, что здесь мне очень рады. Judging by your age, I think many of you must be students. Is that correct? Судя по возрасту аудитории, большинство из вас студенты, да? Good. Well, I've got a bit of advice for you. У меня есть для вас совет. You must work very, very hard for your examination. Учите все перед экзаменами. You must do all your revision and preparation for your examination. Все нужно повторять перед экзаменами. Запомните. If you don't do that, you know what will happen. Если вы этого не будете делать, сами знаете, что произойдет. You shall not pass! Just before you see this film, of which I'm very proud, I want to tell you how we decided to make it. Перед тем, как вы посмотрите фильм, которым я лично очень горжусь, я хочу сказать о нем пару слов. British actors all want to play Richard III because it's such a wonderful part. Все британские актеры хотят сыграть Ричарда III, потому что это чудесная роль. Before my film, there was the film by Laurence Olivier. До того, как появился мой фильм, был снят фильм с Лоуренсом Оливье. And the most recent Richard III in the UK on BBC television is Benedict Cumberbatch. И самый последний Ричард III, который вышел на BBC, это Бенедикт Камбербэтч. So, I have played Richard III on stage for the National Theatre of Great Britain. Я играла Ричарда III на сцене Национального театра британского. And the production was devised by the director and the designer and by me. И эту пьесу перерабатывали, над ней работали режиссер, сценограф и я. We looked at this political story of the play and we thought the best way to bring it to a modern audience would be to make the characters themselves modern. И мы задумались о политическом сюжете, который лежит в основе этой пьесы, и подумали, что, чтобы сделать эту пьесу современной, актуальной для современного зрителя, необходимо перенести героев в современный контекст. I always liked to do Shakespeare in modern dress. When I played Romeo, I wore blue jeans. When I played Hamlet, I wore jeans. It just seems a natural thing to do. Мне нравится играть Шекспира в современной одежде. Когда я играл и Ромео, и Гамлета, я носил джинсы. Мне это кажется очень естественным. Because once you put people in clothes rather than costumes, you can tell what the characters do for a living, for example.
Поскольку если персонажи одеты в обычную одежду, а не в специальные театральные костюмы, сразу можно понять, например, чем они зарабатывают на жизнь. I don't like the Shakespeare productions that look like a parade of old-fashioned times. Мне очень не нравятся постановки Шекспира, которые выглядят как показ старой моды. Richard III is about a society, or at least people at the top of society, the rulers, the governors, the king, the people who rule our lives. Ричард III про общество, а говоря более конкретно про сливки общества, про тех людей, которые нами управляют, про королей. So it's a help to know who is a member of the royal family, who is in politics, who is in religion, who is in the military, and it all becomes very easy when you see them in modern clothes. То есть для того, чтобы смотреть эту пьесу, необходимо помнить, кто из персонажей принадлежит к политической жизни, кто к религиозной, кто так или иначе связан с военной службой. А когда персонажи одеты в современную одежду, это все очень легко считывается. Но есть и более тонкий смысл этого. Сейчас будет спойлер. At the end of the play and at the end of the film, somebody kills Richard. В конце пьесы, в конце фильма кто-то убьет Ричарда. Now, Richard III was a real king. We've just found his remains under a car park in the north of England. Ричард III действительно был британским королем. Недавно были найдены его останки под автостоянкой на севере Британии. But the man who killed him became king himself, and he was the grandfather of Queen Elizabeth I, who was on the throne of England when Shakespeare was writing Richard III. Человек, который убил Ричарда III, сам стал королем. Более того, он был дедушкой Елизаветы I, королевы, которая правила во времена Шекспира. So there will be some people in the audience who could remember having seen Richard III and maybe lived under his rule. То есть во времена Шекспира в аудитории могли быть люди, которые помнили времена правления Ричарда III. And they would have realized that Shakespeare was not writing accurate history. И аудитории было понятно, что Шекспир не очень точно следовал истории. If such a thing were possible. Если это было вообще возможно. He is writing entertainment, he's writing drama, and he is using his imagination and not the facts to tell the story. Он писал больше для развлечения, он писал драматический текст и более всего руководствовался собственным воображением, а не историческими фактами. So the audience of the original production by Shakespeare were seeing a bit of history that never happened. Таким образом, аудитория первых постановок Шекспира видела историю, которая на самом деле никогда не происходила. So the director, the designer, and I decided that our Richard III would take place in relatively recent history. И поэтому режиссер, сценограф и я приняли решение, что наш Ричард III будет происходить в недавней истории. A history that was being distorted. Here we are in the 1930s in the United Kingdom. Итак, мы оказываемся в 1930-х годах в Соединенном Королевстве. Across Europe, fascism was in Germany, in Italy, and in Spain. По всей Европе уже к власти приходят фашисты в Германии, в Италии, в Испании. Thank goodness it never came to the United Kingdom. Слава Богу, фашисты не пришли к власти в Великобритании. But in this film, it does. Но в нашем фильме это произошло. So I wear the black uniform of fascism, which is why Bryan Singer gave me the part of the Nazi in Act Pupil, and having done Act Pupil, why Bryan Singer then asked me to play Magneto. So without Richard III, no Magneto. Я в этом фильме ношу черную нацистскую униформу, и мне кажется, после того, как Брайан Сингл увидел меня в этой форме, он мне дал роль Магнета в «Людях Икс». То есть, если бы не было этого фильма, потом роль Магнета бы просто не состоялась. Now, just one more thing. Every word you hear in this film was written by William Shakespeare. Каждое слово, которое вы услышите сегодня, было написано Шекспиром. But the director of the film, Richard III, who is not a big fan of Shakespeare, he is now, but he wasn't.
Но дело в том, что режиссер этого фильма Ричард Лонгрейв на тот момент, на момент съемки фильма, не был фанатом Шекспира. Was nervous that the audience would be frightened that they didn't understand Shakespeare and would prefer that we used modern words rather than Shakespeare. Он опасался, что современная аудитория не сможет понять шекспировский текст и полагал, что, возможно, современному зрителю хочется услышать современный язык, а не язык эпохи Шекспира. Именно поэтому на протяжении первых 10 минут фильма никто не произносит ни слова. To notice that and nervous as they might be by Shakespeare's words, say, when is somebody going to speak? Мне хотелось, чтобы аудитория заметила это, и в момент, вот во время этих 10 минут, люди, даже те, которые не очень хотят слышать шекспировский текст, задались бы вопросом, ну когда уже кто-нибудь заговорит. I could stay here talking to you all night, but I've just one more thing to say. Я могу говорить весь вечер, но скажу только еще одну вещь. Richard III and I have just done another job together that you might be interested in. We have made an app of Shakespeare's last play, The Tempest. Ричард Лонгрейв и я недавно сделали новую работу, которая вам может быть интересна. Мы создали работу по мотивам последней пьесы Шекспира «Буря». So, what happens is the words, Shakespeare's words here, scroll up as you read them, and I and other actors speak the words out loud so that it makes it easier for you to understand the text. Видите, на экране появляется шекспировский текст, его можно пролистывать по мере того, как он произносится, а сверху я и другие актеры читаем этот текст для того, чтобы его было проще воспринимать. And if there's a word you don't understand, you just click on it and an explanation will come up. И если вам непонятно какое-то слово, можно просто нажать на то или иное слово в скрипте, и появится его расшифровка, его объяснение. Okay, right there we go. So I have a look at that. You find it under heuristic Shakespeare. And if you like it, then we will do all the plays and make your life easy. Посмотрите на эту работу, если она вам понравится, то мы таким образом поработаем над всеми шекспировскими пьесами, и, возможно, это облегчит вам жизнь. Okay, so 10 minutes of no words, music, song, dance, the characters are introduced to each other, and then the first word of the play is the first word of the film, and it will grab you, I bet. Итак, сейчас 10 минут без слов, только музыка, песни, танцы, герои представлены друг другу, и через 10 минут вы услышите первые слова пьесы. Сейчас. Работа,